Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня будем смотреть видео на тему его чувства к тебе сегодня. Правда шокирует. Загадайте мужчину, смотрим. Чувства к тебе сегодня. Так, мои дорогие, сейчас. О, кубковый король. У нас тут выпал, любит, человек любит, метается. Его сейчас буквально поворачивает в сторону как раз, видите, как любви. Э, Ну, тут судьба сама вышла, судьбоносный аркан. Он говорит о том, что вы действительно с этим человеком не просто так, да, то есть судьба сейчас его будто бы как сподвигает, да, спонукая вот к этой дороге любви. Тут опять, вот говорят, опять идут чувства человека. Опять он чувствует что-то. Посмотрим. Ну, давайте немножко по плану. Теперь пойдем, посмотрим на диагностику, что это за человек пришел к нам. Давайте начнем сначала. Загадайте на эту колоду человека. Подумайте, вернее, о нем. Вы уже загадали. Итак, поехали. Еще раз здравствуй, моя дорогая. Сегодня ты действительно узнаешь всю правду о его чувствах к тебе. Мы заглянем в самое сердце этого мужчины. Туда, куда он сам боится смотреть. Так что приготовься. Что он чувствует в тебе прямо сейчас? О чем он молчит? Что он скрывает глубоко внутри? Подумай о нем еще раз. Представь его образ. И теперь давай смотреть, что покажут карты. Давайте посмотрим его текущее эмоциональное состояние. Что у него на душе прямо сейчас? Паж жезлов. Понятно. Здесь показывают человека, который вот готов начать какой-то путь. Готов, но он как маленький ребенок. Его состояние, видите как? Здесь малыш. Вот, как ребенка, которого ведут. Он, в принципе, есть ведомый сам по сути. И здесь у нас показали все-таки Кубкового короля. Он довольно-таки чувственный. Но если вдруг скажут ему сидеть, молчать, он будет сидеть и молчать. Да? То есть это как есть чем припугнуть, как маленький ребенок. Это, конечно же, может ему приказать только та, которая рядышком с ним сейчас. Если рядышком с ним сейчас женщина другая, или вы, может быть, это женщина, давайте посмотрим. Если другая женщина вообще живет ли, другая он сейчас далеко от семьи, но тут показывают все-таки десяточку пентаклей. Она говорит, что есть люди рядышком, и не одна женщина. Здесь еще могут быть его родственники, люди, которые окружают его вот именно из его рода. Но его состояние сейчас такое, что он как отметает. Я хочу отойти подальше, на какое-то расстояние, уйти, уехать и с этими людьми не общаться. С этими людьми не общаться. Он вспомнил какую-то любовь. Давайте же посмотрим тогда, что он чувствует к тебе на самом деле, вот прямо, ну давай так, не прямо сейчас, но вот в то время, когда, ну просто вот в этот период, да, глубинные его чувства, без масок, без иллюзий, что он чувствует к тебе, что он чувствует к тебе. Чувствует, сами видите, что чувствует человек. Ему невероятно тяжело. Тяжесть какую-то чувствует. К вам он-то что чувствует? Тяжесть он чувствует к вам. Почему? Что это за чувство такое? Объясните нам вот это чувство. Что это за чувство такое? Что это за чувство такое? А он думал, будет легко с вами. Он думал, что забыл, забудет, сотрется, что сейчас у него в жизни совершенно другая, или же там совершенно другое время. Но нам показывают, что идет глобальное возрождение, возрождение чувств. На него сейчас буквально вот как нахлынуло что-то. Воспоминания, любовь, что было раньше, возможно, какие-то фото начал смотреть. То есть тут даже просвечиваются его мысли. Он говорит, я был дураком, шутом гороховым. И сейчас имею вот такую тяжесть на душе. Шутом гороховым он был, скорее всего, в ваших отношениях. Вот так он думает сейчас о себе.
Вот так он думает о себе. Давайте посмотрим, заглянем, что он о вас сейчас думает. Вот мысли, перемешанные с чувствами. Вот я так чувствую. Что он там о вас думает? 2 карты идет. Ой, что вы сейчас и жизнь свою строите по собственному сценарию, беря какие-то, вот, ну, как побеждая, да, свои цели, что у вас вообще все хорошо, что много мужчин рядышком, то, что вы действительно, ну, королева любви. Вы слишком холодны к нему сейчас, изменились очень сильно. Да и в вашей жизни, скорее всего, произошли глобальные перемены. Ну и вы, как всегда, молчите, ничего не говорите об этом. Также он чувствует вашу силу такую темную, которая... И тут знаете, какая сила целомудрия. Вот даже так. Что бы там ни было между вами, но вот он чувствует это. Вот так. Итак, основное глубинное чувство у него — это тяжесть на душе. И еще у него такое чувство, и мысли даже рождаются, чтобы как-то двинуться в путь, проявиться, возродиться. Любовь, она живая, и действительно ему хотелось бы двигаться дальше, да. То есть вы, вспоминая о вас, он имеет и страдания, и с одной стороны, но и с другой стороны это то, что дает ему повод двигаться вперед. Жизнь, да, то есть это жизнь. Вы даете ему даже в воспоминаниях о вас жизнь. А что он скрывает от вас? Вот давайте так, на каком бы этапе вы не расстались с человеком, может, вы вообще с ним еще, но вы, например, там ушел куда-то там на работу, вот, или же вы уже год-два не виделись, как у кого. Но давайте посмотрим, что он скрывает от тебя до сих пор. О чем он молчит? Что прячет даже от самого себя, может быть? Что скрывает? Ого. Объясните, что это, с чем это связано? Что скрывает? На него идет давление. Серьезное давление. Он не видит сейчас никакого как сценария развития. Он видит только то, что у него ничего не получится с вашими отношениями сделать. Вот такая ситуация. То есть он это вам не говорит. Может, это люди какие-то еще здесь. Давайте посмотрим, что тут может быть. Пытается держаться, видите, пытается держаться как между двух миров. Вот она, любимая женщина. А вот эгрегор, который его сейчас держит, который говорит: стоп, нельзя. И вот он между ну прям красиво показали, смотрите, любимая женщина растянута, как будто бы держится и за вас, и за верховного жреца. Но подумайте, что такое королева кубков, шикарная карта, да? Но верховный жрец — это все-таки 5-й старший аркан. Его побороть в данной ситуации, ну никак. Ему. Да, то есть он больше смотрит не в вашу сторону, а в то, где он сейчас находится, там, где он варится, там есть сила, которая его держит. А по картам выше, ну тут он с этим ничегошеньки сделать не может, потому что на него идет сумасшедшее влияние. Сумасшедшее влияние. Здесь может и магическое влияние, и манипулятивное влияние, когда на человека давят морально, загоняя в угол. Вот он о чем молчит. А что он прячет даже от самого себя? Вот вам не рассказывают, и от самого себя пытается это. Ну, в принципе, об этом же и речь. Об этом и речь. То, что у него осталось совершенно мало личного пространства. Того пространства, за которое он отвечает. Он не отвечает совершенно за свое сейчас, может, даже существование. Он ограничен в действиях, ограничен в каких-то желаниях даже. Ему сейчас, ну вот как-то так. Может, это он привык в такой, не буду ругаться, в такой дупе жить. Ну вот человеку не сладко, но он там. О чем он думает, когда вспоминает тебя? Давайте посмотрим.
Посмотрим вот именно мысленные образы, да, переживания, воспоминания, что у него там возникает. О чем он думает? Это карта ангела. О том, что вы ангел, который ниспослан ему на землю для какого-то очищения. О чем он думает, когда вспоминает? О том, что надо было тебя держать возле себя. О том, что сейчас... Ну, тут какой-то кавардак, знаете, какие-то тараканы в голове начали бегать. Он говорит, надо было ее удержать. А что он думает вообще вот по поводу этого всего? Ничего он не может думать, у него есть кому думать за него. А вот если бы он мог, что бы он сказал тебе? Что бы он тебе сказал? Давайте посмотрим. Вот на сегодня, что бы он сказал? Сообщение вот его души. То, что он не решается произнести. Но вот что бы он сказал тебе? Он преклоняется перед тобой. Ты звезда его счастья. Он даже сейчас, вот, думая о тебе, да, он будто бы может расти хоть как-то вот в этом болоте находясь. Он думает о тебе, и в эти мысли его приводят в неописуемый восторг. С одной стороны, и тяжесть, да, мы видели, с другой стороны, это то, что дает ему право на какие-то, ну, на какие-то свершения хотя бы в жизни, хотя бы в рамках тех условий, в которых он находится сейчас. Представляете, да? Вы его путеводная звезда. И он, вы знаете, он думает о том, а может быть, когда-нибудь у нас получится быть вместе. Но я лишь жалкий паж в этой истории всей. Что бы он сказал тебе? А вот разум бы сказал, я работаю над этим, я сделаю все, как нужно. Я стараюсь. Мгм. Вот такой у вас интересный человечек. Что-то пообещал вам и не знает, как это исполнить. Его мысли, его его мечты просто вдребезги. У него от этого щемит даже. А что он будет чувствовать к тебе? Давай так, в ближайшее время, ну, давайте смотреть до месяцев 3, полугода. Вообще, будет ли чувство стабильно? Будет конец. Будет конец, потому что он уходит в отшельники. Отшельники вообще ничего не чувствуют. И у него сейчас, смотрите, да, по чувствам идет какая-то проблема. Замыкается в себе, захотел, поставил точку, занимаюсь своими делами, либо я сижу на том троне, который мне дали. Все, я не могу оттуда уйти. Я не могу, иначе я потеряю вот тот пентакль, за который я держусь. Это сложно для него. Будет ли меняться чувство? Ой, где-то глубоко в душе эти чувства есть. И он вот смотрит какое-то фото ваше, да, и как-то смотрит на тот берег, где вы. В яркое, красивое, на солнышке, в счастье. Ему сложно, потому что он смотрит туда, где вы в счастье, а сам находится вот в такой вот ситуации, на коленях. А вы знаете, я тут вижу, что это как... Видите, сильное желание у него к вам. Что это какая-то ситуация, как наказание ему, что ли? Может быть, он что-то вам сделал такое, что его так наказывают серьезно сейчас? Но он как пристегнут к кандалами к чему-то, и он не может с этим справиться. Не может с этим справиться. Давайте посмотрим советы, что вам вообще делать в этой ситуации. О боже, у вас счастье, поддерживайте то счастье, которое есть сейчас у вас. Если его нет, создавайте это счастье. Думайте о том, чтобы был человек рядышком не такой, который вот с этой пятеркой мечей, да, к вам, с мечами этими, и хочет только того, что ему интересно, да, он не думает о ваших чувствах.
А если и думает, то по сути вам так только кажется. А вам нужен человек, близкая душа. И вас сейчас на это направляет жизнь. Скоро будет это счастье. Скоро будет праздник какой-то даже. И вы будете на этом празднике блистать. Вот так. Будете блистать. И смотрите, как будет классно двигаться ваша жизнь. И вы будете в такой королевской повозке, королевской карете иметь все. Этот человек вам совершенно ничего не сможет дать, говорят. Будет новый. Будет новый человек. Вот так. Ну, мои дорогие, если расклад откликнулся в сердце, значит, он был для тебя. Можешь написать в комментариях, какая карта тебя зацепила больше всего. Вот. Ну или какое слово, да, произнесенное мною. Хочешь продолжение, поставь лайк. Продолжение будет именно для тебя, та, которая подписалась и поставила лайк. С тобой была Юлия Magic Таро. Пусть этот день принесет тебе ясность, любовь, душевное тепло. До встречи в новом раскладе. Пока-пока.